Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 1 февраля. А вы знаете, 1 февраля наступает Новый год по китайскому календарю. Давайте вместе с вами поговорим на эту тему, поговорим о том, что нужно сделать в этот день обязательно, что нельзя делать и какие практики, ритуалы вы можете провести в этот день для того, чтобы заложить основы и фундамент на этот прекрасный 2022 год. Далее более подробно, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Итак, друзья, 1 февраля 2022 года у нас наступит Новый год по китайскому календарю. И с этим днем связано достаточно много традиций, примет, запретов, потому что благодаря этому всему, если мы с вами знаем, то вы можете сделать следующий год как можно более удачным и изобильным. В этот же день, если мы обратимся к древнеславянским традициям, то будем отмечать Громницу, а это праздник огней и факелов. 1 февраля каждый имеет шанс направить позитивные перемены в свою сторону. Для этого необходимо просто выполнить определенный ряд рекомендаций, советов, которые прописаны в восточных календарях. А вы помните, Восток дело тонкое. Поэтому, если мы с вами будем соблюдать определенные правила празднования, то мы с вами можем получить и свою поддержку позитивной энергетики, которая будет способствовать исполнению всех желаний. Поэтому обязательно подключаемся к коду эгрегора и тем самым воплощаем свои мечты. Итак, друзья, вы знаете, китайский Новый год имеет вот такую особую отличительную черту, нет фиксированного дня. И дата празднования варьируется, как правило, от 21 января до 21 февраля, в зависимости от лунного календаря. И покровителем 2022 года станет голубой водяной тигр. В Китае в древности празднование Нового года длилось больше месяца, потому что в этот период не было никаких сельскохозяйственных работ, все-таки как-никак зима. Но из-за современного ритма жизни выходные сократились в Китае до 1,5 недели. Однако на веселье этот факт никак не влияет. И традиции празднования Нового года в Китае, они особенные. В частности, ночью перед знаменательной датой нельзя ложиться спать. По поверью, в последние сутки перед началом Нового года все беды и несчастья выходят на охоту, чтобы напасть на людей. Поэтому, чтобы не было проблем в течение всего года, нельзя ложиться спать. По этой же причине не стоит покупать перед праздником новую обувь и стричь волосы. Нарушивших правила ждут сплошные неудачи в следующем году. Еще традиции нам говорят о том, что праздник должен быть шумным. Во времена зарождения громкой традиции фейерверков когда-то этого не существовало, а шуметь все равно требовалось, поэтому создавали шум бытовыми предметами. Еще было принято топить в печах бамбуковые палочки, а когда они сгорают, они выдают своеобразный треск, якобы отпугивающий нечистую силу. И, конечно, сейчас заменяют петарды и бенгальские огни. Еще одна интересная традиция – это прятать все предметы уборки. И этот ритуал связан с легендой о том, что в канун Нового года боги приносят семьям счастье и удачу на весь будущий год. И удача оседает в доме в виде пыли, поэтому, чтобы не прогнать, убирать сразу после наступления Нового года какое-то время было нельзя. Еще праздничную ночь нельзя проводить в собственной спальне, поэтому даже старики покидают свои комнаты, чтобы присоединиться к своей семье. Пожелания в китайский Новый год обязательно нужно выкрикивать громко, чтобы увеличить шанс его осуществления в ближайшее время.
И вы знаете, в китайский Новый год есть еще определенные запреты, которые мы также рекомендуем вам придерживаться. Во-первых, не стоит давать и брать деньги в долг. Этого вообще не нужно делать. То есть стараться нужно всегда жить по своим средствам и не одалживать деньги, потому что вы помните о том, что кредитный эгрегор денег, он достаточно сам по себе он тонкий такой, и когда мы берем с вами кредиты, мы таким образом закрываем потоки изобилия и достатка в свою жизнь. Также по китайским традициям убирать и мыться в первые 3 дня после Нового года наши китайцы считают, что есть опасность смыть удачу. А вот позволять детям плакать, это может навлечь несчастье, поэтому их стремятся сразу же успокоить, чтобы детки не плакали и тем самым не привлекали проблемы. И вы знаете, каждый год во всех городах и селах Китая проводят танец дракона, который появился еще в XII веке. Издавна считается, что определенные телодвижения защищают от горя и несчастья в новом году. Как правило, дракона делают из бумаги и проволоки. Тело может быть даже до 10 метров. А вот красный цвет в Китае считается таким, что приносит удачу. А поскольку традиционной новогодней елки у китайцев не бывает, то красными шарами и фонариками украшают самое простое дерево, которое называется дерево мира. И, конечно же, в год тигра мы с вами можем провести определенные практики, ритуалы для того, чтобы исполнить заветные желания. Помните о том, вне зависимости, вы являетесь китайцем или любите Китай, его традиции, народ, но вы должны понимать, что если вы подключитесь к эгрегору, то вы сможете также использовать вот эту энергию во благо себе. Но накануне в китайского Нового года в доме нужно выполнить обязательно генеральную уборочку. Старые ненужные вещи отдайте тем, кто действительно в них нуждается. Также внесите изменения в интерьер своего дома. Ну, например, вы можете купить небольшой столик или какой-то шкаф. Возможно, вы можете купить, например, даже подставочку под что-то. Не обязательно что-то должно быть дорогое, но таким образом вы обновите потоки в своем доме. И, конечно же, постарайтесь сделать так, чтобы до китайского Нового года в вашем доме появилась фигурка тигра. Сейчас это много разных есть сувениров, в том числе вы можете и купить магнитик на холодильник и оставить так. Таким образом такой тигр будет привлекать изобилие, благополучие и удачу. Жилье вы можете украсить еловыми веточками. Также, если вы живете в странах, где тепло, то можете и листьями экзотических растений, или, как вариант, шишками. Обращаем ваше внимание, что водяной тигр предпочитает синий и золотистый цвета, а все церемонии на Востоке сопровождаются обязательно красным цветом. Интерьер дома вы можете улучшить любимыми тонами символа года, а подарки можете подарить в традиционной упаковке. И обращаем ваше внимание, что 4 ножки новогоднего стола важно украсить 4 ленточками, учитывая любимые цвета водяного тигра. На праздничном столе обязательно должны быть конфеты. А если вы хотите найти любовь в новом году, на столе должна быть фигурка в форме сердца. А вот если пара хочет завести ребенка, то в интерьере также должна присутствовать новая детская игрушка. Что же касательно декора вашего дома, то декор жилья должен быть красивым, но в меру строгим, для того, чтобы не разгневать хозяина 2022 года тигра. Водяной тигр предпочитает комфорт, поэтому гостям за новогодним столом должно быть и уютно, и комфортно. А вот гости и хозяева могут во время праздничного ужина надевать полосатые двухцветные рубашки с тигром. Что же касательно количества блюд, то на новогоднем столе это не ограничено. Также желание
обязательно загадывайте про себя. И в новогоднюю ночь принято взрывать петарды и бить в гонг. Легенда гласит, что это позволяет отгонять злых духов. Конечно, кто-то сейчас скажет, что это не наша традиция, и зачем это всем нам нужно. Вы должны понимать о том, что все равно мы все с вами уделяем внимание гороскопам, мы уделяем внимание астрологии, и мы с вами все равно чтим и уважаем другие культуры. И, соответственно, это лишний раз будет увеличить потоки изобилия, достатка и благополучия в нашу жизнь. Поэтому обязательно проведите, возможно, не все ритуалы, не все практики, а только то, что вам будут по душе. Возможно, из этого списка, которого мы озвучили, вам понравится только что-то одно, ну, например, на стол положить, например, фигурку в виде сердечка, или, например, вы решите, что да, вам сегодня, 31 января, нужно обязательно купить маленького тигренка, который принесет вам действительно и изобилие, и благополучие, и удачу. Верьте в то, что в вашей жизни возможно быть, и оно, друзья, обязательно будет. Мы всех поздравляем с китайским Новым годом, желаем всем благополучия, достатка. Пусть в вашей жизни будет все только отлично, прекрасно. Ну, а с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы услышимся с вами уже, друзья, в следующем видео.